но при этом многие считают себя хорошими, умными людьми. Сегодня, детка, тема о тебе. Ты и жертва, и абьюзер. Пойми, иногда самый жесткий абьюзер – это твой внутренний голос. Сам себе абьюзер. Конечно, когда нас обижают, нами манипулируют, нам больно и обидно. Но при этом многие считают себя хорошими, умными людьми, которые никогда себе такого никогда не позволяют. Манипуляции? Что это такое? Я никогда не манипулирую. Никогда, это уже манипуляция. Наносящие вред другим, наивные. В действительности мы наносим вред себе. Иногда любящие люди убивают своих детей, свои личные отношения фразами типа заботы. Но сегодня вообще тема не о них. Сегодня, детка, тема о тебе. Ты и жертва, ты и абьюзер. Как это может быть? Самоабьюз – это критик в самом обычном проявлении. Самый абьюз – это внутренний критик. Он может уничтожить не только всех остальных, но и тебя. Итак, давай разберем 5 фраз разрушения себя лично с точки зрения типа якобы заботы и продуктивности. Первое. Я сама виновата, не надо было лезть в это. Ну или что-то дальше. Классический прием – навесить вину, чтобы отключить ясность сознания. Что же происходит в этот момент? Здесь активируется внутренний критик, который ставит ошибку выше опыта. Это форма самонаказания за попытку. Блокирует обучение. Рекомендация с точки зрения нейролингвистического программирования, а точнее НЛП, задай вопрос для переформулировки. Что я могу извлечь из этого опыта полезного? И это переводит фокус внимания с чувства вины на осознанность будущего. Что же я из этого могу почерпнуть? Рекомендация: используй рефрейминг. Я сделал или сделала лучшее, что было в тот момент, возможно, с этими ресурсами и в конкретный период времени. Такой подход снижает внутреннее давление, открывает путь к саморазвитию, и вообще работа над собой становится продуктивнее. По-другому, как можно сделать, если вопрос не сработал? Представь это в формате подкручивания громкости. Уменьши интенсивность критика, сделай его тусклее. Таким образом, просто как будто ты уменьшаешь звук на своем радиоприемнике. Это снизит залипание на эмоции негативные. Можешь подкрутить еще позитивную оппозиционную установку. Это у тебя есть определенная схема. Ошибка, наказание. И следующий этап – это будет избегание какого-либо действия. Тебя же это не интересует, не делать ничего. Поэтому, чтобы типа не предотвращать боль, я не буду делать ничего. Итак, я сама виновата. Что это нам дает с точки зрения продуктивности? Чувство беспомощности, запрет на поддержку других, я же сама виновата, и невозможность выбора. То есть я получила, за что боролась. Проедем это. Не будем именно так. Сама виновата, сама и разбирайся, действительно ты хочешь таких в своей жизни критериев оценки себя, любимый? Да ну ладно, давай посравниваем себя с другими. У нее получается, у него получается, у меня нет. Значит, я неудачница? Блин, это конкретно манипуляция. Особенно это очень классно работает с родителями. Уничтожение статуса называется. Человек делает вид, что у всех остальных все хорошо, все зашибись, и это единственный. Он не дотягивает до высокой планки уровня «у всех все супер хорошо». Что происходит? Происходит сравнение себя с внешней моделью без учета контекста. То есть мозг перестает видеть свои собственные ресурсы, свои возможности
и подменяется чувством неполноценности. Свои сильные стороны игнорируются. Рекомендация по НЛП. Используй технику модель мира или другая модель мира. Спроси себя, какие у меня есть уникальные обстоятельства, которых нет ни у кого. 3 детей, собака, возможно, 5 языков, возможно, еще что-то, что возвращает тебе индивидуальное восприятие твоей ситуации как уникальной. Вот возьми и верни это в кадр. На этом пути, на этом этапе ты одна или один. Признай разнообразие жизненных скоростей и дай себе свое время. Переключи фокус не лучше, хуже, успех, провал. Если не менять установку, что произойдет? Хроническая зависть, обесценивание себя, выгорание из-за ложных стандартов. Да, потрясающе. Последствия. Разрушение собственной реальности. Меня все не устраивает, я нахер к ебеням спалю все, чтобы я создала сама. Истощение, потеря уверенности в себе и уникальности. Перестань себя с кем-нибудь сравнивать. Следующая потрясающая установочка вирус – это «если я скажу «нет», меня перестанут любить». Или «ой, я же не могу отказать, это мой друг, это мой брат, это моя мама». Ты боишься перестать быть принадлежностью к важному для тебя обществу. Это одна из самых жестких манипуляций. Если ты не съешь кашку, мама тебя любить не будет. Серьезно? Что происходит? Внутренние абьюзы используют якорь страха потерять любовь кого-то, и в НЛП это ассоциация боли с отказом называется. Нейролингвистическое программирование говорит, что человек утрачивает связь с собственными границами в конкретном обществе, например, в семье или на работе. Рекомендации. Используй технику диссоциации. Представь себя со стороны. Ты говоришь «нет», а собеседник реагирует спокойно. Это переписывает внутренний сценарий. Создай новое убеждение через аффирмацию. Моя любовь и ценность не зависят от чужих ожиданий. Отработай мягкие формы отказа в безопасных ситуациях. Скажи «нет» в магазине, по телефону, звонок на спам, какая-либо просьба. Просто потренируйся говорить «нет», и в других ситуациях тебе станет легче. Если не вмешиваться, то формируется поведение «я живу ради одобрения». Полная потеря автономии. Ты не можешь сказать «нет» нигде уже. Последствия это хроническая уступчивость, усталость, конечно, жизнь на чужих условиях, потеря границ. Ты всем удобный, но тебя как бы нет. Тебя это устраивает? Мне нужно потерпеть. Или мне нельзя быть слабой. Или вот сейчас такой период, нужно немножко потерпеть. Это версия одного и того же. Это внутренний культ жестокости по отношению к себе. Это не сила, а саморазрушение. Манипуляция через долг, стойкость, перфекционизм. Что же происходит на самом деле? Это ложная идентификация силы с эмоциональной броней. На уровне НЛП говорится следующее. Жизнь – это жесткая установка. Если А, то Б, связанная с долгом. И это в НЛП не обязательно работает. То есть эту схему мы разрушаем. Мы разрываем связь. Вопрос, кому это нужно, возвращает выбор в твои руки. Используй метамодель вопроса, что произойдет, если прямо сейчас я перестану это делать. Это включает осознание своего тела и своих эмоций и своих желаний. Технически это практики дыхания и релаксации. Якорь состояния спокойствия поможет тебе
позволить себе эту слабость. Вот обычно это указательный и большой палец вместе. Вот взял, сжал, я спокоен, и все, я спокоен. А что же произойдет, если ты продолжишь терпеть долго? Это приведет к отсутствию ощущения эмоций, к хроническому напряжению, соматическим болезням и выгоранию. Очень интересные последствия. Выгорание на работе, в семье, отсутствие эмоций. Я не очень живой, я ничего не чувствую. Потеря вкуса к жизни. Ты этого хочешь? Ну тогда терпи, это твой выбор. Вирусная фраза номер 5. У меня ничего не получилось, я ничего не добилась, это все бессмысленно. Это финальная атака как результат какой-либо попытки. Атака по самоценности. Техника абьюза под названием обнуление. Когда человек говорит так себе, он разрушает внутреннюю архитектуру личности, полностью множит ее на ноль. Все, что ты сделал до этого, все, что ты попробовала сделать, это ноль. И это разрушение личностной идентичности путем генерализации словом «все». В НЛП это по паттерну обобщения, кто учил это профессионально. Рекомендации от НЛПшников: используй контрпример. Правда ли, что совсем ничего? Может, что-то у тебя таки получилось? А это разрушает ложное обобщение. У тебя получилось позвонить, у тебя получилось сфокусироваться, сделать табличку, сделать план. Это микрорезультаты. Хотя бы что-то, немножечко получилось. Значит, что-то получилось. Задай ресурсный вопрос. Был ли смысл и каким он был для меня? Это запускает внутренний поиск. Что я сделал хорошо. Если не изменить это убеждение, начинается апатия, потеря удовольствия от жизни и отказ от активности вообще как таковой. Мозг перестает вырабатывать дофамин в ожидании будущего. Все, что ты сделаешь, будет умножено на 0. Последствия: здравствуй, депрессия, отсутствие мотивации и отказ от будущего вообще. Я не буду ничего делать, потому что это принесет мне 0. Пойми, иногда самый жесткий абьюзер – это не партнер, не родители, не начальник. Это твой внутренний голос, который использует против тебя те же техники давления, что и внешняя, а еще называется кремлевская, то есть жесткая школа переговоров, где выигравший в переговорах может быть только один, и это не ты. Да, ты не ослышался. В разговоре сам с собой же зачастую ты споришь не сам с собой по-настоящему, а ты против системы или против внешних привнесенных тебе убеждений от работы, родителей, авторитета, религии. И кто выиграет в этом споре? Конечно, авторитет. Или ты сам. Ты выбираешь, это твой внутренний спор. Относись к этим программам как к вирусам, которые установлены были на твой компьютер помимо твоего желания. Забирают всю твою или половину твоей вычислительной силы. Какая разница, даже 80% просто тупо грузит твой компьютер. НЛП принцип ключевой. Это человек не равняется его поведению. Внутренний образ – это не личность, а программа, созданная
чужими внушениями, словами, или еще называется вирусами мышления. Можешь называть это паттернами, очень модное слово. Работа с этими фразами, с этими паттернами – это не борьба, а отладка собственного внутреннего голоса и языка программирования на твоем языке. Это новые смыслы, новые ресурсы. Приведенные примеры – это реальные технологии абьюза сам к себе. Они забирают волю, чувство никчемности поднимают наверх, и это всего лишь 5 из огромного множества разных вариаций, как мы себя можем чмурить, унижать. Сам себя, не надо никого больше. Подумай о себе, прекрати над собой издеваться. Установи новые, свежие программы, которые называются по-другому. Они называются «Неудачи могут быть у каждого». Проанализировали и пошли дальше. Ты другой человек, не такой, как Саша, Женя, Вася, Маша. У тебя получится или хуже, или лучше, но получится по-твоему. И прекрасный вариант слова «нет» – это не сейчас, не прямо сейчас, давай попозже. Это хороший вариант прохождения теста. Ты свой или чужой? Если свой, поймет, если чужой, нафиг не нужен. Не делай глобальных выводов из единоразового акта отказа или единоразового акта принятия. Каждый раз спрашиваешь, это так, а это так. Внутренний абьюз бывает жестким именно по отношению к себе. Если ты разговариваешь с собой еще жестче, чем твои родители, у меня есть к тебе совет. Есть курс НЛП, называется «Жесткое НЛП», ведет Елена Самсонова, это мой тренер и хороший друг, которого я очень сильно рекомендую и который может научить общаться и на переговорах со всеми остальными, и на переговорах с самим собой. Жесткие переговоры – это про жесткое НЛП. Очень рекомендую. И вот пошаговый сценарий, который вместе с Еленой мы разработали для перепрограммирования внутреннего абьюзера. Тебе интересно? Поехали дальше. Итак, первый шаг – определение и отделение себя от внутреннего критика. Иногда ментальная установка может иметь даже субличность, внешне по-другому выглядеть, которая в тебе живет. И кто говорит в твоей голове прямо сейчас? Мама, тетя, тренер по боксу, серфингу, не знаю. Кто выиграет от того, что установка сработает так, как он говорит или советует именно этот внутренний голос? Возможно, это твой начальник. Осознай и выпиши фразу абьюзера. Например, тот же «сама виновата», «если я скажу нет, меня бросят». Спроси себя, какую скрытую позитивную функцию выполняет этот голос. Он у тебя хочет что? Он же не хочет тебя уничтожить изнутри. Это какой-то бред шизика. Например, я хочу защитить тебя от ошибок. Я хочу помочь тебе быть хорошим человеком. Это позволяет относиться к внутреннему критику не как к врагу, а как к части, которая пытается тебе помочь, и, возможно, с этой частью можно договориться или поспорить. Хорошо, спор, но тогда ты споришь с реальной личностью, которой можешь предъявить аргументы, почему ты этого делать не будешь или почему не хочешь. Или вообще сказать: ты мне прямо сейчас не очень важен и не очень нужен. Давай я решу сама. Если это враг, то врага вообще нужно знать в лицо. Чья это фраза в твоей голове? Зачастую она не твоя. Как можно сделать по-другому? Шаг номер 2 – это рефрейминг. Называется «формулируй новую версию фразы», где негативная установка превращается в ресурсную. Например, не «если я ошибся, я глупый». Бляха-муха, как я могла допустить эту глупейшую ошибку? Я такая тупая. Блин, преврати ее
когда я ошибаюсь, я учусь и расту. Активно одну негативную мысль заменяйте на позитивную и озвучивайте ее вслух, а еще лучше записывайте, а в идеале записывайте левой рукой. Третья вариация, как работать с внутренними вирусными убеждениями. Это работа с громкостью мыслей. Найди на своем теле или в воображении, как выглядит эта мысль, и придумай к ней рубильник, выключатель, реле какое-то. Поверни его и сверни или уменьши интенсивность. То есть в своем воображении сделай картинку, которая рисует тебе негативные паттерны из-за того, что произойдет, если ты это сделаешь или не сделаешь. Смени это в меньшую яркость и подкрути новую картинку. Я сделаю это или то, и не буду зависеть от чужого мнения. Визуализация старая темная картинка становится маленькой, тусклой. Если я ему откажу, если я не пересплю с ним сегодня, он меня любить не будет. Нифига. Ты прикручиваешь, говоришь, он тебя любить будет еще больше, если сегодня или в первое свидание, или во второе свидание ты ему ничего не сделаешь. Ах, вечно у меня ничего не получается. А давай по-другому. Якорение позитивного состояния поможет тебе преодолеть конкретный затык. Давай сделаем так. Эмоции, любовь, принятие, достижение, успех – все это мы складываем в мудру или в знак жест «Окей». И собираем это из конкретного успеха в прошлом. Когда внутренний критик начинает атаку, ты говоришь «Я не ноль, я окей». И вспоминай это состояние силы, когда ты получил дипломчик, защитил диссертацию. То есть это работает. Все окей. Здесь я ошибся. Но вообще я классная. Хочешь избавиться от негативной вирусной программы в твоей голове? Представь, что ты это уже сделала или сделал. Через 2–2,5–3 месяца максимум ты себе представляешь в голове, что ты без этой зависимости или этой мысли живешь прекрасно. Ты советуешь другу, как избавиться от этой мысли. Ты рассказываешь свою историю успеха. Я сделал вот это, у меня это сработало. Давайте я поделюсь. Или говоришь себе, если уж не справляешься, а как я могу помочь тебе прямо сейчас. Во внутреннем диалоге стань на свою сторону. Это рабочее упражнение для самостоятельной практики, которые каждый день ты можешь выявлять по одному паттерну негативного поведения или самоабьюза, самоуничтожения и переводить его в ресурсное состояние. То есть то, откуда ты будешь черпать энергию. Переформулируй фразу ровно да наоборот. Это противоположный физический якорь к доступу спокойствия, уверенности. Это может быть принять в свою жизнь жест. Слушай, а может ты хочешь получить разбор твоих негативных программ индивидуально и переустановить их на более полезные и свеженькое обновление? Запишись на консультацию, и мы за один сеанс проработаем твоих 5 вирусных программ. Ты можешь записаться прямо внизу в описании, есть запись на индивидуальную консультацию, и начни жизнь счастливым, успешным человеком без этого мусора в голове. Хочешь знать больше о том, как твой мозг имеет тебя каждый день, какие вирусные программы работают в твоей голове в фоновом режиме? Подпишись на канал. Это бесплатно. Лайфхаки для тех, кто хочет установить новое программное обеспечение на свой суперкомпьютер. С тобой была Стиби Джули. Хочешь разбор индивидуально твоих личных затыков, твоих маленьких вирусных программ?
Хочешь установить свое новое свеженькое программное обеспечение на суперкомпьютер? Подписывайся на канал Стив и Джулия.